Девушка по имени Жанна каждое лето с нетерпением и с неподдельной радостью ждала приезда к своим любимым, дорогим сердцу бабушке и дедушке. Это был весьма особенный период, когда она покидала суету городской жизни и исчезала в объятиях сельской местности. Этот отдых становился для нее настоящим приключением, полным незабываемых впечатлений и моря развлечений. На протяжении всего этого времени она могла провести неисчерпаемое количество часов на свежем воздухе, исследуя окружающую природу и наслаждаясь ее великолепием. Каждый новый день представлял собой новый вызов и новые игры, в которых главными героями были она сама и ее верный соратник с 4 лапами, собака по имени Дружок. Они становились неразлучными друзьями и компаньонами, жизнь на природе объединяла их вместе, делала их единственными и неповторимыми. Они проводили бесконечные часы, играя в подвижные игры, принимая участие в настоящих спортивных соревнованиях и поединках, испытывая свои силы. Все вокруг казалось идеальным, солнце сияло ярко и тепло, птицы напевали свои прекрасные мелодии, ветер ласкал щеки свежим дуновением, а запахи трав и цветов наполняли сознание очаровательным ароматом. В эти долгие, беззаботные летние дни Жанна обретала счастье и настоящую гармонию, она чувствовала себя свободной и полной энергии. Но время неумолимо течет, и вот, наступает день провода. Тугие объятия расставания, слезы, обещание встретиться снова в следующем году. Каждый раз это было одновременно грустно и волнующе. Теперь она остается только со своими воспоминаниями, запечатленными в юных сердцах. И каждый год, в середине жаркого лета, она вновь возвращается в это удивительное место, чтобы окунуться в безмятежность и радость детства, встретить своих любимых бабушку с дедушкой и снова стать неразлучными с дружком. Дружок был не маленьким немецким овчаркой, верным и преданным другом Жанны. Они проводили много времени вместе, бегали по лугам и играли во дворе бабушкиного дома. Но однажды Жанна решила сделать особенную прогулку с дружком и отправилась с ним в лес. Они шли между деревьями, наслаждаясь зеленым покровом и пением птиц. Дружок, как всегда, был полон энергии и радости, бегая впереди и возвращаясь к Жанне, чтобы проверить, все ли в порядке. Девушка улыбалась, наблюдая за своим верным спутником. Вдруг Жанна решила бросить дружку палку. Она подобрала палку с земли и с силой бросила ее вперед. Собака быстро поняла игру и с радостью помчалась за палкой, чтобы принести ее обратно своей любимой хозяйке. Но в этот раз палка оказалась неудачно брошенной. Она застряла в воде, которая образовалась в небольшом пруду. Дружок, несмотря на затруднения, сразу же бросился в помощь и начал доставать палку из воды. Вдруг Жанну охватило странное чувство. Она почувствовала, что кто-то наблюдает за ней. Взглянув вокруг, она увидела мужчину, который приближался к ней. Жанна почувствовала сильный страх, понимая, что что-то не так. Мужчина приближался все ближе и ближе, а Жанна стала кричать и просить о помощи. Но отдаленный лесный уголок, где они находились, был пустынным, и никто не мог услышать ее крики. В этот момент дружок, добравшись до палки, повернулся и увидел опасность, которая подстерегала его любимую хозяйку. Собака, не раздумывая, бросилась на мужчину, защищая Жанну своей собачьей силой и преданностью. Мужчина был ошеломлен неожиданной атакой и попытался отпихнуть собаку, но дружок не сдался. Он продолжал защищать Жанну, лая и выказывая ярость. Хулиган, поняв, что справиться с собакой будет непросто, решил отступить. Он быстро повернулся и побежал прочь, боясь, что могут услышать крики и прийти на помощь Жанне. Дружок вернулся к Жанне и лизнул ее руку, словно убеждаясь, что она в безопасности. Жанна сильно обняла своего верного друга и поблагодарила его за спасение. Они вернулись к бабушке с дедушкой, где Жанна рассказала о случившемся. Бабушка была очень испугана, а дедушка похвалил дружка за отвагу и преданность. С того дня Жанна всегда оказывала особое внимание к своему верному другу.
Она никогда не забывала, что дружок спас ее от опасности и всегда старалась быть рядом с ним, бережно заботясь о своем самом дорогом спутнике. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.